Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро, о чем вам важно знать сегодня, что хотят сообщить вам карты Таро, или какое послание Вселенной хочет передать вам Создатель, высшие силы. Или, может быть, это советы, подсказки и инсайты от вас из будущего для вас сегодняшнего. Есть такая тема, кстати, вам сообщение от себя самого из будущего. Поэтому настройтесь на себя, на свою ситуацию в личной жизни и давайте попробуем получить необходимые месседжи, да, о которых вам важно знать сегодня, сейчас, на будущее. Да. И давайте вот рассмотрим, пусть будет 6 подсказок, 6 инсайтов, где вот эти карты будут говорить о прошлом, эти о будущем, а эти о настоящем. Это давнее прошлое, это недавнее прошлое, это вот настоящее, которое вот теряет актуальность, это которое будет приобретать актуальность. Это вот ближайшее будущее, это вот уже более дальнее будущее. Сконцентрируйте внимание вообще на своей ситуации, может быть, на какой-то конкретной карте или их комбинации, и мы начнем с вами. Значит, смотрите, у вас уже давным-давно есть какая-то тайна, и она, как будто бы оставляет базовый или фундаментальный след или влияние на вашу жизнь. То есть давний секрет. И этот секрет может быть какая-то тайна, которая не дает вам покоя, мешает вам жить. Или, может быть, эта тайна, может быть, вы храните эту тайну даже так, да, то есть, может быть, вы и знаете и храните эту тайну. Давайте посмотрим, что скажут высшие силы по поводу тайны, которая у вас уже давным-давно влияет на вас и на вашу жизнь. Вот так вот. Тут ее либо надо хранить и защищать, либо она мешает вам идти вперед. Тут уже смотрите. Понятно, что если ее хранить и защищать, да, то, может быть, она вам и будет и помогать идти вперед. Да? Давайте просто посмотрим, пока я такое ощущение, что вы что-то скрываете. Или от вас что-то давным-давно скрыто. Да? Смотрите, если это тайна, то это тайна по материнскому каналу идет, и эта тайна касается ваших финансов. Поэтому есть некая тайна, которая касается вашей мамы и денег, материального благосостояния, имущества и, может быть, вашего богатства и здоровья. Давайте еще, потому что пока еще не хватает. Видите, тайна на тайну. Тайна на тайну ложится. Что-то скрыто от вас. Я так скажу. У вас есть тайна, которая, скорее всего, вам мешает все-таки. Либо вы эту тайну храните, и эта тайна никак не открывается. У меня такое ощущение, что карты вам говорят: храни тайну и не открывай тайну финансового канала, источника дохода и тайну своего рождения. Но у тебя как минимум есть тайна, которая скрывает либо что-то, что может приносить тебе доход, и это тайна по материнской линии, эта тайна может быть связана с магией, с даром,
и способом самореализации, например, ты можешь зарабатывать деньги или быть обеспеченным и богатым тем способом, о котором, как бы интуиция тебе подсказывает, но ты боишься или внутренне сопротивляешься этому. Например, ты ведьма, к примеру, да? Вот она ведьма. И это передано тебе по роду матери. Если ты мужчина, ты тоже точно так же может быть и ведьмак. Если ты мужчина, который занимается магией, то лучше это держать, может быть, и в тайне. Как минимум от близких людей. Такой месседж идет. А вообще, вот сейчас мне приходит инсайт, уже, да, когда карты как бы на алтаре полежали, да, зарядились. Такой инсайт идет, что, смотри, в тебе давным-давно скрывается потенциал, дар, которому ты сопротивляешься, и этот дар передан тебе по роду матери, и, возможно, когда-то ты его откроешь. Давай просто подсказку, тебе нужно его открывать или нет? Скорее всего, ты его откроешь, нужно или нет. Посмотришь, хватит ли у тебя сил. И этот дар ты, возможно, воспринимаешь как тень. Но со временем, возможно, ты будешь, пользуясь этим даром, ты будешь зарабатывать деньги и, возможно, отрабатывать какую-то карму благодаря этому дару. Вот такой месседж. Окей, мы же движемся дальше. И послание номер 2. Послание номер 2. Здесь больше о каких-то правилах и каких-то принципах. Вообще, карта принципа выпадает. Давай посмотрим, с чем связаны эти правила и с чем связаны эти принципы. Правила и принципы. Может быть, тебя заставляют действовать по каким-то правилам, а может быть, ты пошел или пошла на принцип. Правила и принципы касаются недвижимости, дома, дачи, квартиры и, может быть, комфорта и уюта в твоей семье. В общем, есть некие правила, которые могут влиять на твое благополучие. Давай так, пока что аккуратно. Давай еще одну карту здесь прям. Значится так, я скажу следующим образом. Тебе нужно поменять какие-то правила и принципы, которые касаются тебя, твоей семьи и твоих детей. Просто поменять их. То есть, может быть, ты, например, с мамой или с детьми пошел на какие-то принципы. Вот тебе нужно отойти от этих принципов, пересмотреть, или есть некая, например, традиция в семье особенно, и с родственниками, с родителями, это семья и родители. Вот их нужно изменить. И если ты изменишь эти правила и принципы, тогда благодаря этому ты сможешь быть более свободным, ты сможешь найти путь, вариант, например, может быть, урегулирования какого-то сложного вопроса, как с родителями, так и с детьми, так и со своими родственниками. И изменив эти правила и принципы, возможно, ты найдешь новый путь, новую дорогу для переезда и любимого человека, например, любимого мужчины или любимой женщины. Такой вот месседж. Но больше здесь добавлять ничего не хочу, потому что я чувствую, что поток закончен, и как-то расширять его нет смысла, углублять точнее.
углубим и расширим, да? Ну, теперь смотри, тебя о чем-то хотят предупредить высшие силы. Давай посмотрим, с чем может быть связано это предупреждение. Ну, а также, может быть, высшие силы хотят, чтобы ты был или была, ну, с чем-то более осторожен или осторожна. Ангелы кричат тебе: будь осторожен. Ну, давай смотреть. Тебе нужно быть осторожным с женщиной, особенно если ты мужчина. Тебе нужно быть осторожным с деньгами. Тебе нужно быть осторожным на руководящей должности. И тебе нужно быть осторожной, если ты женщина, в семье. Особенно с богатством, с детьми, с имуществом. Ну, давай еще с чем нужно быть осторожным. Но смотри, если ты кому-то не доверяешь, то усиль свою бдительность. Тебе нужно быть более внимательным с человеком, которому ты не доверяешь, и будь осторожен с предательством и предателем, ну или предательницей, если ты мужчина, да. Но и, возможно, ты чего-то добиваешься, особенно в материальном аспекте. И вот если ты этого добиваешься, и у тебя это не получается, и это тебе приносит расходы большие, и ну, ты вот тратишь очень много сил на это, то есть тебе не нужно любой ценой чего-то добиться. Вот есть у тебя какая-то цель, которую ты уперся, вот как будто бы пошел на принцип, да, и вот я вот добьюсь этого во что бы это ни стало. Будь осторожен, возможно, тебе это не нужно. Ну, давай еще уточняющие карты посмотрим. Ну и смотри, если ты мужчина, тебе нужно быть осторожным с одной из женщин. Одна женщина земной стихии, Телец, Дева, Козерог. Вторая Рак, Рыба и Скорпион. Тебе нужно быть осторожным и осторожной, если ты мама с сыном, и если ты сын с мамой. Ну, может быть, поберечь, помочь и так далее родителям, ну, что-то с этим делом. Ну и опять-таки, где-то в семье тебе нужно быть осторожным или осторожной. Давай еще посмотрим. Ну, опять тут прямо 3 женщины. Тут больше такое, знаешь, больше для женщины месседж. Смотри, и он так звучит. Все, что тебе дорого, или все, чем ты дорожишь, управляешь, и что близко к твоему сердцу, с этим ты должна быть бережна и осторожна. Почему? Потому что ты, может быть, либо недооцениваешь эту ценность, либо у тебя это могут забрать, отнять, украсть, вот такое вот, или ты это можешь потерять. Ну, давай еще одну карту. Прям не хватает еще одной королевы, да, дамы. Ну, здесь больше такой месседж о потоке, но здесь начинается финансами и кончается финансами. То есть будь осторожна с деньгами, особенно женщина, и с человеком, который тебе дорог, который тебе чем-то помогал. Может быть, деньгами, а может быть, он просто как-то повлиял на твою жизнь. Он может быть либо спонсор, либо твой покровитель. Ну и, возможно, почему-то у меня сейчас идет: будь благодарна и осторожна со своим ангелом-хранителем. Он мне, знаешь, где пришел? В этой карте, вот в этих облаках, как будто бы я увидел ангела-хранителя. Ну и, может быть, тебе нужно укреплять свой финансовый канал. Каким образом? Отказавшись от какой-то цели, которая высасывает из тебя много сил, здоровья и энергии. Ну и последнее. Будь осторожна с человеком, с которым ты связана материально. Он может оказаться ненадежным. Вот такой месседж.
Вот такой вот месседж номер 3 от высших сил. А мы переходим к следующему посланию. Здесь концентрация. Может быть, нужна концентрация внимания, может быть, концентрация чувств. В общем, давай так. На чем-то нужно сконцентрироваться. Давай посмотрим. 3 самых главных аспекта, на чем нужно сконцентрировать свое внимание прямо сейчас тебе. На чем тебе нужно сконцентрировать внимание? На финансовом канале и на деньгах, на финансовом потоке. Кстати, сейчас идут период растущей Луны, когда делаются обряды, ритуалы на расширение финансового канала. То есть тебе нужно смотреть, насколько твои ресурсы позволяют тебе кому-то помогать и нужна ли тебе какая-то помощь, особенно в финансовых вопросах. Тебе нужно сконцентрировать внимание на финансовом канале, на заработке и на своем здоровье. Возможно, тебе нужно сдать анализы, а возможно, тебе нужно сделать диагностику на наличие негативного влияния, особенно на здоровье и на финансах. Ну и тут все прямо про финансы, поэтому смотри. Первое, что тебе нужно, вот в первую очередь, это концентрация внимания на финансовом канале. Все. То есть, может быть, ты занимаешься не своим делом, может быть, у тебя самореализация идет не в том направлении. Может быть, это не твоя работа, не твой бизнес. Может быть, что-то в бизнесе нужно поменять. Да? Вот, то есть это первое. Ну и здоровье тоже. Оно как бы даже может быть здоровье и на первом месте, но все-таки выпало сперва деньги, а потом здоровье. Поэтому у тебя деньги на первом месте, а здоровье на втором. Хотя я, как человек, который занимается энергетиками, всегда говорю сперва здоровье, а потом деньги. Ну, почему у тебя так, я сейчас не могу сказать. Может быть, тебе надо изменить подход к здоровью, чтобы появились деньги, потому что здесь нужно что-то изменить. Ну и смотри, если ты сконцентрируешь внимание на вот этих 3 аспектах, что ты получишь в конечном итоге? Ты получишь укрепление финансового канала и укрепление своего здоровья. Но у меня такой почему-то, знаешь, как все карты у тебя материальные, поэтому поменяв свое отношение к вопросу финансовому, в котором участвует здоровье, ты в конечном итоге получишь результат. И, может быть, этот расклад связан с вот этим или с вот этим. Потому что они где-то все переплетаются один с другим. Ну, такой вот месседж. Давай смотреть дальше. Месседж номер 5. Назревает какая-то драма. В прямом смысле слова. Так называется эта карта. Драма. Давай смотреть, что за драма, с чем может быть связана драма, да, вот так вот. Что за драма и с чем связана драма? Драма может быть связана с отношениями, с человеком, за которым вы ухаживаете или который ухаживает за вами. И, возможно, вы этого человека знаете уже давным-давно. Внезапно, и, возможно, надо действовать более активно тебе. Смотри, если ты будешь действовать немножко активней, то в твоих отношениях с человеком, которого ты давно знаешь, возможно, драма будет не такая болезненная, не такая острая. У тебя все еще есть шанс для того, чтобы, может быть, исправить, загладить или поправить какие-то драматичные или проблематичные, острые аспекты с человеком, с мужчиной или женщиной, которого ты любишь. Ну, может быть ли этот человек, например, кто-то из твоих родителей? Ну, в принципе, здесь эта тема прослеживается, но больше это на партнеров, мужчину или женщину.
Ну, давай, может быть, какие советы, подсказки дадут еще карты, чтобы улучшить ситуацию, да? Ну, во-первых, ситуация требует смирения и холодного разума. То есть нельзя горячиться, да, тебе нужно посоветоваться, взвесить, может быть, все за и против. Ну, в общем, в конечном итоге смирение, но решимость тебе нужна. Ну и здесь, знаешь, как бы, что поможет, может быть, где-то игривость какая-то. Почему-то у меня здесь игривость, и все, больше ничего не идет. Может быть, больше, знаешь, как бы мужской энергии нужно добавить. Что такое добавить энергии? Ну, сделать, как бы, кто бы ты ни был, да, сделать мужчину более ответственным или более обладающим большими правами и какими-то возможностями. То есть, ну, как бы мужчина прав здесь, и особенно, да, мужчина, если гадает, то есть мужчине тогда нужно быть более инициативным. Если гадает женщина, ну, тогда нужно смириться, может быть, где-то больше пока пассивности, спокойствия, и нужно немножечко остыть, как бы ни вел себя мужчина. Вот чтобы не навредить драме в этих отношениях. Вот такой месседж. Мы же движемся, друзья, дальше. И 6-й месседж на дальнее будущее. Да, вот эта драма, она говорит, она предупреждает о чем-то, да, что вот скоро может это произойти, или это уже актуально. Ну и последняя карта. Ну, вам надо находить... Точно, да. Вам нужно находить какой-то выход из сложной ситуации, давайте так назовем его. Либо вам нужно изобретать что-то, да, то есть вам нужно изворачиваться, применять какую-то находчивость, ходить каким-то необычным путем, открывать что-то, да, то есть вот так вот. Я не знаю, вот, какая ассоциация идет у вас с этой картой, но она об находчивости и изобретательности. Но давайте, что, в каком аспекте, да, то есть это в дальнее, что-то, может, вы откроете, может, вам что-то откроется. Вам, во-первых, нужно, может быть, вам откроется какая-то тайна с вашим родом или с покойником. Или, может быть, вам находить какой-то выход в более спокойной обстановке. Вот слышите, да, такие месседжи идут. Вы откроете что-то. У меня такое почему-то, вы откроете себе еще что-то помимо рода женского, откроете себе род мужской. Если вы как женщина ищете себе богатство и счастье и богатого человека, вы его найдете. Вам нужно успокаиваться по этому поводу. Возможно, вы найдете более спокойный источник дохода и более надежный источник дохода. Также, возможно, вы найдете источник исцеления и поддержки. Тут очень много мужских энергий. Так, я здесь прикрою немножечко. Ну и вы найдете способ либо избавиться, либо откупиться от дьявола и от души или нечистого духа, особенно мужчины, и от негативной родовой программы по линии отца, особенно если он покойник. Если вы чувствуете, что это вам мешает, особенно если у вас есть проблемы со здоровьем, с деньгами, с чувством вины и с созависимыми отношениями. У вас есть дьявол рядом с мужским родом. А это значит, что у вас какая-то есть крепкая связь, возможно, с покойником. И да, смотрите, у вас месседж. Вы найдете способ отвязаться от темных сил
и от кармического узла, связки, привязки с мужчиной или с негативной родовой программой по линии отца. Что вам это даст? Ну, как минимум, вам это даст либо хорошие отношения, либо внутреннее душевное спокойствие, либо нового мужчину, с которым вы можете жить долго, счастливо и в любви. Давайте спросим, а почему вы пришли сегодня на этот расклад? Ну, карта Таро. Потому что вы сомневались в каком-то действии и в каком-то результате. А что хочет сообщить вам этот расклад в целом? О чем? Возможно, вы идете и правильным путем, но торопиться не стоит. У вас точно все будет хорошо. Ну и просто совет от высших сил. Белая карта. Я от своего потока, вот, который идет сейчас через меня, почему-то мне хочется сказать, не бойся рисковать, начинать все с чистого листа. А какой месседж пришел именно вам, напишите в комментарях. Міра вам і вашому міру, світла вам та вашому всесвітові. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, побачимось, до зустрічі.